Здравствуйте, друзья! Мы тут валяемся. Все после прогулки скомкали что-то все одеяло. Сегодня будет видео с ответами на вопросы небольшое. Сегодня расскажем, почему же Луша ест и не жует. Может быть, она такая голодная, что ей нет времени от голода, она не жует, а просто глотает такими большими кусками. Или в чем-то другом причина. Такая лицо серия. Да засыпай ты уже, засыпай. Смешное. Вот, сегодня я вам об этом расскажу. Все, всем приятного просмотра. Что-то прическа у меня с прогулки какая-то лохматая. Ну, все. Надеюсь, вам будет интересно. Пишите в комментариях, что вам еще рассказать. И было ли интересно. Девочки отдыхают. Вот крючки. Сладенькие мои спят. Все. Всем приятного просмотра. А я оставлю их в покое, пусть спят. Уборку в шкафу наводит. Бубочка. Ты тогда уже и на кухне приберись. Чего уж только в шкафу-то. Ой, кошка. Все везде и надо залезть. Посмотрите на нее. Посмотрите на нее. Какая деловая. Ну, что наденем на улицу? Вытаскивай. Проверяльщица. Буся, ты такая темная, что тебя не видно. Вообще, как тень. Тебя только издалека снимать. Ну, повыше на полочку залезть. На носочки вставай, на носочки. Все, можем идти. Все размякало. Так вот, друзья, оказывается, это распространенная вообще ошибка, что кошки и вообще хищники могут жевать. Часто слышала такое, что ой-ой, кошка проглотила или собака проглотила, даже не прожевала. На самом деле, если мы посмотрим строение зубов, вот видите, сейчас она покажет, строение маляров, премоляров, резцов, оно совершенно не такое, как у животных и живых организмов, которые пережевывают пищу. Во-первых, резцы у кошечек вы видели, какие смешные и маленькие, вот смотрите, совсем крошечные. Во-вторых, маляры, премоляры, они совершенно имеют другое строение. Они как бы острые и предназначены именно для того, чтобы отрезать кусок от большой части и проглатывать его целиком, не пережевывая. Функцию пережевывания, так сказать, перемалывания пищи у них выполняет именно желудок, именно желудочный сок, желудочная кислота и сам желудок. Вот, вон, посмотрите, какие резцы совсем крохотные. Сравнить их даже со своими, которыми мы можем откусить продукт и дальше его протолкнуть для пережевывания. У кошек, у собак, у других хищников совершенно не такое строение. Вот и у собаки вы можете увидеть то же самое. Хорошо, кошки и собаки есть практически в каждом доме, и как раз вот изучить, понаблюдать можно очень даже хорошо. У Вени уже старые зубки, видите, клыки немножко сточены, немножко, а так, в общем-то, зубы хорошие, нам даже ветеринар сказал. Вот, видите, собаки тоже не жуют, собаки сразу заглатывают. Так что ненадолго собаки не только блин. Вот, смотрите, беру кусок, вот она его не жует, а как отрезает. Вот, ровный срез. У них челюсти как ножницы работают. Просто отрезать кусок, который пролезет в глотку, и проглотить. А функции пережевывания уже желудок выполняет, перемалывание пищи. Все, говорит, хватит снимать. Вот, друзья, питание хищника – это одновременно и сложно, и легко. С одной стороны, много готовить и запариваться, что-то варить не нужно. С другой стороны, очень важно соблюсти именно грамотный, полноценный рацион, который включает в себя все важные микро-макронутриенты, витамины,
Вот, потому что без правильного рациона такие животные страдают и болеют. И еще хотела сказать, как важно не очеловечивать животных, даже вот в отношении питания. Часто читаю комментарии, почему вы не переведете на сухой корм, ведь она живет рядом с человеком и не обязательно ей питаться мясом. Почему вы не готовите пищу, ведь почувствовав вкус крови, она станет более дикой. Зачем вы даете ей мышей вместе с кишками и шерстью, это же неприятно есть такое. И так далее, и тому подобное. Вот такие какие-то непонятно откуда возникшие мифы. Люди сравнивают свои вкусовые предпочтения с рационом леопарда. Дикое животное не человек и даже не домашняя кошка, где уже десятки поколений переведены на сухой корм, и, в принципе, они чувствуют себя вполне нормально. А дикому животному, дикому хищнику, так сказать, даже выращенному человеком нужны кости, хрящи, шкуры, внутренние органы и тому подобное для полноценного здорового функционирования всех систем. Те же вот кости, шкуры, хрящи и отгрызание маленьких частей от большого куска нужны, например, для чистки зубов и массажа десен и так далее. Я свою точку зрения не навязываю никому, просто я вам рассказываю, как мы живем и чего придерживаемся. Свои взгляды на питание животных я составляла из общения с ветеринарами, личным наблюдением за рационами в зоопарках, в питомниках, и потом чисто на практике видела результаты таких рационов. Вот, кстати, у моих котов из Кота-кафе тоже хищный рацион, в который входят и мыши, и цыплята, мясо, субпродукты и так далее. Но об этом я уже в другой раз расскажу, если вам будет интересно. Так что вот, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне, конечно, поболтать хлебом не корми. Люблю я это дело. Но очень-очень надеюсь, что вам было тоже интересно, вы что-нибудь новенькое узнали. Все, жду ваших вопросов, и если будут какие-то интересные, я запишу еще подобное видео. Всем спасибо, всех целуем. Вот мы их в зал не пускаем, а она забегает и сразу вот так вот сюда ложится и все, говорит, сплю, не трогайте. Ну, Бубка, у вас есть свой диван. Это зона Animals Free. Хитрюха. Хитрюха какая. И такая лежит вообще. Говорит, не могу вставать. Сплю вся сплю целиком. Да? Ой, какая жучка. Какая жучка. Посмотрите на это лицо наглое. Везде вот вам можно, везде. Одну комнату, 2 мы себе оставили. Нет, надо именно сюда прорваться. Тут поспать. Ага, конечно. Ой, такая жаба вообще. Такая жаба. Кто жаба? Что тебе здесь? Ну что? Скажи ко мне. Кусает меня еще этот нос.